Тьма раскрывает мрачные глубины. Все сияющие звездные пространства мои. Теперь и навсегда я свободен, чтобы вольно бродить среди звезд, играть с туманностями, создавать миры по своей воле, чтобы править ими или позволять им быть, и уничтожать их по своему произволу, бродить по хрустальным сферам безмолвной вселенской симфонией. Ракот, Плейншифт. Сложно найти емкое определение стилю группы Ракот. Настолько отличается звучание альбомов, песен и даже их фрагментов. Среди доминант музыки Ракот – фолк и, в частности, элементы европейской средневековой музыки, блэк, дум-метал, но трудно найти стиль, который бы эта группа не затронула, включая и неметаллические стили – эмбиент, неоклассика, джаз и электроника. Лейбл Code 666 описывал стиль Ракот сомнительным выражением Emotional and Epic Dark Metal. Мы же воспользуемся правилом. Если играют непонятно что, то пусть зовутся авангардом. Но так, впрочем, было не сразу. История группы Ракот уходит корнями в легендарный город Обнинск Калужской области России. Группа изначально называлась Be Devil и была основана в 1996 году барабанщиком Лешем, гитаристом Ильей и вокалистом F, той же самой несвятой троицей, которая стояла у истоков Pagan Black металлической группы Темнозорь. Что интересно, в обеих группах в дальнейшем не осталось ни одного изначального участника, так что правильнее говорить о двух разных Ракотах и Темнозорях, но не будем уходить в сторону. Вскоре в группу пришел Рустам, клавишник, экстрим-вокалист и талантливый композитор с разносторонними музыкальными интересами. Среди групп, влияющих на его творчество, он называл King Diamond, Cynic, Anathema, My Dying Bride, Dead Can Dance, Björk и, разумеется, Круиз. Среди интересов Рустама была также фэнтези-литература, и он предложил сменить название на Ракот в честь персонажа книг Ника Перумова из цикла летописи Хьорварда, мага, который поднял вопрос о необходимости подчиняться молодым богам, трижды восставал против них, дважды неудачно, и после второй попытки молодые боги развоплотили его и заперли его душу в месте, называющемся Дно миров. Соратники Ракота освободили его и в конце концов победили молодых богов, сами став богами, а помог им в этом старый Хрофт, он же древний бог Один. Занятно, что вольное обращение Перумова с миром скандинавской мифологии и миром Толкиена не осталось незамеченным и даже привело к столкновениям в мире людей. В 1994 году почитатели Толкиена атаковали Перумова в подъезде, по некоторым утверждениям даже с деревянными мечами, но ему удалось отбиться. В группе же имели место противоречия, и, подобно перумовскому Ракоту, она была развоплощена, но вскоре возвращена к жизни. Уклон в фэнтези привел к тому, что изначальные участники группы ее покинули и не оставили след на студийных записях, за исключением Лешева, чьи барабаны мы слышим на двух демо. После его ухода ударные стали запрограммированными. Также в состав вошли басист Мигель де Блайнд, которого позже заменил Дэн, гитарист Дай, а еще Блэк, флейтист и вокалист по выражению с сайта Iron с нормальным голосом. Он же известен как Злек и Пьер Нуар, и его также можно слышать в группе Темнозорь, например, на альбоме «Вольницей в просень ночей». Его голос запоминающийся, богатый интонациями и очень артистичный. И здесь наверняка сказались служба в театре и актерское ремесло. Ladies and gentlemen, for your delectation and delirium, a unique show where destiny is in your hands. Put $7 in the hat, and the victim won't die. Time is running out, ladies and gentlemen. Make your decision. Let it be wise. Time is up, ladies and gentlemen. You made your choice. В 1997 году группа дала первый концерт и исполнила первые композиции Return of the Nameless, Dying Realm, кавер на композицию Nagelstave проекта Storm и некоторые другие. В том же году было выпущено два демо – гаражное Tales of the World Unreal, сказки о вымышленных мирах, и Dark Ages Chronicle, хроники темных веков, записанное уже на студии наживо за 4 часа. Сырое сочетание Блэка и Дума с английскими текстами вышло довольно неплохим, а в первом демо есть две фортепианные композиции. Рустам – пианист по образованию.
Большая часть материала этих демо с новыми песнями вошла после перезаписи на альбом Superstatic Equilibrium. Теперь Racket использует неживые ударные, зато добавилась флейта Блэка. Первое издание альбома на лейбле состоялось лишь в 2020 году вместе с обеими демозаписями, причем первая из них была до этого даже недоступна в сети. У меня в руках это издание от Old Wise Records. Оно довольно просто оформлено, но содержит всю необходимую информацию. Альбом разделен на две части – The Gods и The Mortals – боги и смертные. Первая связана с божественными сущностями тех самых вымышленных миров. Среди них есть песня о Ракете, том самом первом инсургенте, Insurgent One. Здесь же дилогия о безымянном, древнем зле, его падении и возрождении. Dying Realm – умирающий край, трагическая композиция о земле, обреченной на гибель из-за древнего проклятия. Вторая часть – The Mortals – о пути одного человека с момента его смерти, Farewell, до возвращения в этот мир в виде демона, The Summoning. Песня описывает ритуал вызова демона от его лица. Колдунья удерживает его в пентаграмме, тот же ожидает ее ошибки, чтобы вырваться на волю, и преуспевает. Она думает, что я принадлежу ей, но вскоре она умрет. Она колеблется, маленькая ошибка, страх в ее глазах. Пентаграмма начинает разрушаться. Мои силы возрастают. Песня The Summoning отражает, среди прочего, идею, что все следует ставить под сомнение, не доверять и не следовать догмам. Их отрицание – одна из причин названия группы именем Ракета. Эта же идея проводится и в следующем альбоме Planeshift, в буклете которого выделены слова из песни «Я не нуждаюсь ни в псалмах, ни в молитвах, я ищу путь внутрь себя». Песни отражают мысли и ощущения участников группы, а сюжеты фэнтези используются для декорации этих мыслей и ощущений. Рустам сравнивает песни со сказками, в которых, как известно, есть намек. При этом подчеркивает, альбом не о фэнтези, и Racket не фэнтези-группа. Planeshift по стечению обстоятельств попал на итальянский лейбл Code 666 и стал для него первым релизом. Здесь же мы видим двухдисковое переиздание альбома на Earache Records, включающее также сэмплер лейбла. Звук стал намного лучше. Им, кстати, занимался известный нам по Арконе и Росомаха Сергей Лазарь из студии CDM. Музыкально Racket продолжает стилистику дебютного альбома, но тематика песен стала шире. Вопреки распространенному мнению, тексты не основаны лишь на творчестве Перумова. У этого автора группа позаимствовала лишь название и идеи для пары песен. На альбоме Planeshift это песня Mountain God. Она иллюстрирует эпизод из перумовской гибели богов, где Хедин, познавший тьму, соратник Ракета, помогает добыть меч у бога горы своему ученику Хагену. Песни Fear Wasn't in the Design, Noldor Exodus, Gortaur Allendil основаны на Сильмариллионе Толкиена и затрагивают сюжеты, связанные с Морготом и Сауроном. Например, Gortaur Allendil – это имя Саурона, и песня раскрывает конфликт, в результате которого Саурон стал тем, кто он есть. А инструментальная композиция Noldor Exodus – Исход Нолдор вызывает ассоциацию с известным австрийским проектом Summoning. Досталось и игровым мирам. Это песни The Dark Heart of Ukrull и Og Elend. Последнее название переводится как «Еретик» с языка темных эльфов из игры Advanced Dungeons and Dragons. Герой песни отказывается молиться паучьей королеве Лот и использует постулаты и мудрости своего мира против нее. Глупцов и беспечных ожидают сюрпризы, смерть таится среди них. Тьма одновременно и друг, и враг. The Unquiet Grave – трагическая думметаллическая композиция о человеке, который проводит свою жизнь на могиле возлюбленной. Текстом для песни послужило ирландское стихотворение неизвестного автора, датируемое 17 веком. Титульная композиция Planeshift – одна из самых сложных, наиболее блэковая, с мрачной атмосферой, готическими и симфоническими элементами. Она предназначалась для более мрачного и тяжелого проекта Рустама Umbral Presence и отражает одно из его представлений о явлении Planeshift
что бы это ни значило. Альбом Jabberwox 2001 года – это песни преимущественно с демо и дебютного альбома, переаранжированные и перезаписанные на качественно новом уровне. Для этого группа пригласила камерный оркестр из Москвы с духовой и струнной секциями, а партии флейты Пьера Нуара стали больше и сложнее. Это тот случай, когда перезапись безусловно удачна и дает новую жизнь старым песням. Особенно выделяется торжественное звучание трубы. В буклете альбома есть известная фотография выступления группы в подъезде с использованием подручных инструментов. Название Jabberwox дословно означает «работы по болтовне». Согласно Рустаму, оно передает не некий тайный смысл альбома, а скорее абсурдную кэрролловскую атмосферу его записей. Jabberwox созвучно с названием стихотворения Льюиса Кэрролла «Jabberwocky» «Бармаглот», где автор использует множество несуществующих слов, тем не менее подчиняющихся правилам языка. Это же стихотворение было положено на музыку в одной из новых песен альбома «Der Jammerwoch». Причем группа, решив не искать простых путей, использовала немецкий перевод стихотворения. Так что знающие немецкий могут получить особое удовольствие не только от текста, но и от произношения вокалиста, которое не оставляет сомнений в происхождении группы. Эта песня также одна из самых экспериментальных. Здесь можно слышать все, что угодно, от беззаботного фолка до недоброго блэка германской чеканки. От прямой цитаты из песни «В траве сидел кузнечик» до джаз-фьюжена, цитируя Рустама. Это вполне эпическая вещь, под стать оригиналу. Вспомните строки «И взял он меч, и взял он щит, высоких полон дум» или «Раз-два, раз-два, горит трава». Героический эпос, можно сказать, вполне в духе Ракот. Конец цитаты. Другими новыми композициями стали «Brightless» и «Long Lad Facing the Calm». Последняя, правда, в альбом не вошла, но фигурировала в других изданиях. There's no birth, just the horror. The other mother and all returns. The truth just lies in younger souls. But people learn. If all that land could sell the sky, land and water, my Альбом 2003 года Tiny Deaths «Крохотные смерти» стал наиболее экспериментальным. Взять хотя бы то, что из 11 треков большая часть к металлу не имеет отношения, зато хватает электроники, Trust This, фортепиано, Horizon, June 3 и трудноидентифицируемых звуков человеческого и не очень происхождения за авторством Пьера Нуара, такие композиции как Fevered и Vicious Life. Одни и те же участники группы фигурируют в буклете под разными псевдонимами. Есть, конечно, и более традиционные вещи, как Just Another Lament, дум-метал о трагической эльфийской любви. Мудрый ворон, открой мне свое знание. Как удержать любимую? Между нами бездна, бездонное море, слишком широкое, чтобы перелететь. Она смертна. Выделяются депрессивные и довольно эклектичные вещи Dawn, Edge и Tiny Deaths. Описывать их сложно и бессмысленно, нужно слушать. При этом коммерческий альбом был обречен, и из-за него группа рассталась с лейблом Earache. Из интервью Earache решили, что альбом продаваться не будет, и что они не будут его поддерживать. Мы согласились, что раз они не будут поддерживать альбом, он продаваться не будет.
fading in yourself. Trust. I turn away from inner space you roam. Единственный клип «Rocket» снят на композицию с этого альбома «Horizon», где Пьер Нуар под аккомпанемент фортепиано и струнных декламирует фрагмент из мемуаров муми-папы Туве Янсен о хатифнатах, волшебных существах, которые заряжаются от грозы и плывут куда-то, чтобы, предположительно, вести порочный образ жизни. Vicious Life. Выбор и песни, и видеоряда для музыкального клипа по-ракетовски непредсказуем. Ведь клип снят Рустамом в отпуске в Дании и показывает водную гладь пролива Эресун между Данией и Швецией, где хатифнаты предположительно и живут. «Хатифнаты?» — взволнованно прошептал я. «Те, что только и знают плыть да плыть, и никогда никуда не приплывают. Они заряжаются во время грозы». До издания следующего альбома Ars Compilata, который вышел на Sound Edge в 2014 году, прошло более 10 лет, в течение которых группа вернулась к концертной деятельности, нашла барабанщика Андреаса, гитариста и басиста Кьорда М, гитариста Зафа ДБ, и альбом, который у них получился, на фоне Tiny Deaths, выглядит, конечно, как возврат к корням. Концепция альбома соответствует его названию – искусство собранное и даже, по выражению авторов, понаворованное, les arts fauchés и препарированное, подобно помеси Ктулху и лягушки на обложке. Во вступлении нас самоиронично приглашают на выставку искусства, изуродованного до неузнаваемости. Входите же, и вы пожалеете. В буклете каждой песни соответствует отдельный арт. Rocket с новой силой взялись за эксплуатацию музыки, литературы и игр. Альбом полон отсылок и в звучании, и в текстах, и в оформлении. Из интервью. Основная идея в том, что из никак не связанных между собой вещей, для этого не предназначенных, можно создать цельное произведение, не похожее на арт-инсталляцию современного искусства. Что-то вроде мозаики. Конец цитаты. Многие песни отсылают к музыкальным группам. Например, 93 Shattered Rooms – это трибют известному британскому неофолк-проекту Death in June. А цифра в названии отсылает также к Current 93. Инструментал Eddie's High выдержан в стиле Iron Maiden, а MDB – посвящение doom-metal группе My Dying Bride. Not Again – 7-секундная композиция, которая высмеивает частое использование Кармина Бурана Орфа различными группами. А в What They Seek можно найти такт из Щелкунчика. Пытаться охарактеризовать музыку в целом при таком количестве источников вдохновения – сомнительная идея. Не будем также пытаться найти и перечислить здесь все отсылки, а оставим возможность поломать голову заинтересованным слушателям. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'exposition des arts fauchés. Vous êtes... Prosperity, a college, which red or path, a mortal or god. Please to destroy at the dawn of new age. We have sworn to keep the fire burning. We shall survive the deadly. На май 22 года этот альбом последний, но Рустам в интервью упоминал, что материал следующего альбома уже сочинен, причем еще в 2017 году, но организационные вопросы откладывали запись. Так что можно надеяться, что в ближайшие десятилетия мы услышим от группы что-нибудь новое. А пока можно обратить внимание на сайт-проекты. Интересен Umbral Presence, сольный проект Рустама, более мрачный и блэк-металлический, но с обилием эмбиента, экспериментов и широким использованием клавиш, в особенности скоростных фортепианных партий.
Другой сайт-проект Рустама – Superstatic. Жуткий, медленный doom death metal, вызывающий ассоциации с кошмарными снами и болезненными видениями. Кстати, группа ищет гитариста. Один из кандидатов, который не смог, написал: «Я слушаю песни, и мне слишком мрачно. Это меня очень сильно подавляет. Не думаю, что я подойду для этого, даже для концертов. Прости, дружище, я пытался, но пришлось остановиться, когда я начал думать о самоубийстве». Однако среди всех этих проектов Ракот наиболее экспериментальный, не ограниченный почти ничем, но и не делающий из экспериментов самоцель. Главное, чтобы музыка нравилась ее создателям. Каждый участник записи может внести свой вклад. Например, заключительную партию струнных и флейты в песне «Story of the Nameless» сочинила скрипачка из оркестра, и источником вдохновения может стать что угодно. Цитирую Рустама. «На дерево посмотрел, красивые листики. О, мелодия появилась. Или перед сном задумался, а кто кого поборет, слон или кит. Вот и идея для песни». Конец цитаты. Так группа Ракот стала одной из самых необычных формаций на метал-сцене России. Однако музыканты обрели за рубежом большую известность, чем у себя на родине. С учетом того, что Дай переехал в Австралию, а Рустам в Ирландию, Ракот можно теперь называть российско-ирландско-австралийской группой, что более чем адекватно исполняемой этой группой музыки. Группа Ракот также никогда не ставила целью что-то до кого-то доносить, пропагандировать, тем более претендовать, скажем, на true black metal. Группа не навязывает слушателю и себя. Путь был выбран, и пусть оценят те, кому нужно. В этом плане стоит сказать о совете фанатам Ракот, который Рустам дал в одном из интервью. Пожелание фанатам: хватит быть таковыми.